Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Друзья, хочу вас ознакомить вот с этим мнением, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Таких не сломать. Почему Медведевой ни в коем случае нельзя завершать карьеру? Евгении Медведевой можно только посочувствовать. Фигуристка проводит самый тяжелый сезон в карьере и пропускает соревнования одни за другими. Некоторые любители фигурного катания уже списали чемпионку со счетов. Но уж кого-кого, а Женю точно рано отправлять на пенсию. Терпеть и вставать после падения она умеет не хуже, чем кататься на коньках. Вот и сейчас, несмотря на травмы и болезни, Медведева не сдается и упрямо стремится к возвращению на лед. Причем вернуться она может даже сильнее, чем была когда-либо. С роскошным осмысленным катанием и даже четверными прыжками. И тогда уже будут смеяться над теми, кто смеется над Женей сейчас. Судьбоносное решение. Еще год назад сложно было представить, что Медведева вернется к истокам. Тандем Жени с канадским тренером Брайаном Морсером казался органичным, а на московском этапе Гран-при мы наконец-то увидели обновленную версию Медведевой. Даже инцидент с поломанными коньками на чемпионате России и непопадание на главные старты не ударили по оптимизму болельщиков. Поклонники Медведевой радовались, что Женя пришла к гармонии в жизни, и надеялись на скорый прогресс в результатах. Тогда еще никто не подозревал, что самые тяжелые испытания ждут чемпионку впереди. Мировой вирус, долгие скитания по Японии, временные тренировки в ЦСКА и невозможность уехать в Торонто подтолкнули Женю, возможно, к самому трудному решению в карьере. Ей пришлось оставить канадскую главу жизни позади, и вернуться к Этере Тутберидзе, с которой еще недавно они даже не обменивались взглядами. Вместе Евгения и Этери сотворили главную сенсацию сезона и бросили новый вызов судьбе. Самый тяжелый сезон в карьере Медведевой. В «Хрустальной» Женя уже пришла с больной спиной и неуверенными прыжками. За несколько дней до возвращения на родной лед, Медведева на уколах показывала новые соревновательные программы и еле исполняла прыжки. При этом она была заявлена на 2 первых этапа Кубка России и намеревалась там выступить. Но далее последовали многочисленные снятия с турниров и продолжительное молчание. Женя всерьез решила заняться хронической травмой спины и легла в больницу. Фигуристка неохотно делилась подробностями о своем здоровье, поэтому болельщикам оставалось только догадываться, что же на самом деле происходит в жизни Медведевой. Сразу после перенесенной операции с Женей случилась новая напасть вирус. Медведева вновь попала в больницу с серьезным поражением легких и приступить к щадящим тренировкам смогла только 8 декабря. В такой ситуации нормально подготовиться к чемпионату России просто невозможно, поэтому Жене пришлось отказаться от выступления на главном старте первой половины сезона. Это 6-й сезон во взрослом фигурном катании для меня и, наверное, самый тяжелый, призналась Медведева. Медведевой советуют завершить карьеру. Снятие с чемпионата России означало, что Медведева так и не выйдет на лед в первой половине сезона. Это спровоцировало вал предположений о том, что ее карьера окончена. Болельщики советовали ей сосредоточиться на здоровье, предрекали переход в шоу, и даже сравнивали с Загитовой, отмечая, что последний раз на соревнованиях они появлялись примерно в одно время. Фанаты Медведевой всячески поддерживают свою любимицу, но даже они всерьез опасаются больше не увидеть ее в качестве участницы крупных турниров. На Женю в последнее время обрушились чуть ли не все неприятности, которые только можно представить, поэтому основания для негативных прогнозов действительно есть. Но если кто и способен преодолеть столь жесткие испытания и вернуться еще более сильной, так это Медведева. Таких как Женя не сломать. В нынешних реалиях пропуск чемпионата России не ставит для Евгении крест на этом сезоне. Мы все еще можем увидеть ее в финале Кубка России и на других внутренних стартах, которые наверняка организует Федерация после отмены чемпионата Европы. А в теории Медведева даже без участия в чемпионате России сможет претендовать на поездку на чемпионат мира. Поэтому заранее посыпать голову пеплом точно не стоит. Полноценный пропуск сезона для Жени тоже не станет трагедией. Наверняка Тутберидзе и Медведева изначально готовы были работать в долгую и понимали, что надеяться на колоссальный прорыв уже в этом сезоне будет тяжело.
Чехарда из-за вируса дает Евгении возможность окончательно решить вопрос со здоровьем и уделить достаточно внимания изучению новых элементов. У Орсера она уже показывала сложные каскады с Ридбергером и начинала учить четверной Сальхов. В хрустальном ужене есть все условия для того, чтобы довести этот элемент до идеала и пополнить технический арсенал четверным прыжком. Перспективы Медведевой в фигурном катании сейчас напрямую зависят от мотивации спортсменки и ее тренера. Тутберидзе вернула Медведеву осознанно и с конкретными целями, поэтому Этери Георгиевна уж точно не даст ей уйти из спорта, пока они вместе не покажут достойные результаты. Если Этери Георгиевна продолжает уделять время и силы работе с Медведевой, значит верит в свою спортсменку. А уж сомневаться насчет серьезности намерений Жени и вовсе не стоит. Она не раз доказывала всему миру, что для нее нет ничего невозможного. Медведева все преодолеет, сдержит обещания и вернется новой, усиленной версией себя. Повторяю для глухих и особо одаренных, это была статья. Всем добра и позитива.